Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Смотрите, это у меня табуретка. Кожзам. Он уже потрескался, потерял свой внешний вид. Я решила сшить чехол. Буду шить с ватином. Это у меня обыкновенная половая тряпка, новая. Можно использовать синтепон, основная ткань. Ватин. Вот я взяла табурет, прибавила по кругу буквально на 1 сантиметр. Основную ткань я прибавила, наверное, на 5-7 сантиметров. Здесь я хочу пустить резинку, так как у меня ножки вплотную, чтобы она хорошо у меня вот с подворотом, чтобы она у меня хорошо вошла. Но также я сделала небольшие закругления, потому что табурет, он квадратный, но углы здесь стесанные, он не круглый. Теперь я по кругу мелком прочерчу контуры, потому что в середине у меня будет рисунок, чтобы мне не выходить за пределы, чтобы не делать лишнюю работу. И нам понадобится еще какая-нибудь ненужная абсолютно ткань на обратную сторону. Обратная сторона у меня будет вот с такой ткани, из нее шьют наперники. У меня ее много, и мне ее не жалко использовать. У нас с вами получилось 3 слоя ткани. Серединку я выровняла, все по начерченным линиям, и сейчас фиксирую булавками. Булавки разместила по периметру кое-где и зафиксировала также вот по углам, потому что внутренняя сторона у нас будет съезжать. Теперь я рисую рисунок. Конечно, булавки немножко нам будут мешать. Буду делать рисунок вот такой вязальной ниткой и тканью. Это будет у меня веточки, листики. Смотрите, можно сделать в одно сложение, она у меня крученая. Можно соединить их две вместе, вот так вот закрутить, и под машинку зигзагом в цвет нитки вы прошиваете. Прошивать буду на свободном ходу. Опять же, для начала работы нам надо хвостик этот убрать куда-нибудь в край. Близко к краю я рисунок не рисую. Сделаю вот такую волнистую линию. Как-нибудь. Сюда я пущу, допустим, листочки из этой же пряжи. В остальном фоне я буду размещать цветы из ткани. Это я сейчас рисую то, что мне нужно будет, допустим, прошить вот этой ниткой. Но прежде чем прошивать, нужно все-таки рисунок слегка накидать, потому что, может быть, где-то надо поменять местами, а когда уже прошьете, уже будет поздно. Знаете, как у меня всегда получается? Кинул взгляд, а она лежит. Это я покупала на лоскутную осень, когда мы делали совместную работу со многими каналами. Хотела делать вот такие листья. Они тканевые. Покупала я в фикс-прайсе. И вот я сейчас их использую. Вот эту пластмасску срезаю, а остальное здесь все ткань. Кто не видел совместный проект «Лоскутная осень», ссылку я оставлю в описании. Загляните, посмотрите. Очень много хороших каналов и очень много идей интересных. Я взяла маленькую кружку для круга и нарезала вот таких 5 кружков. В такой технике у меня тоже есть работа. Могу тоже оставить ссылку, но вы, наверное, ее смотрели. Пользуется очень хорошо популярностью она на моем канале. Я теперь беру кружок, вот так загинаю и это самое проутюживаю. И у нас получается вот такой цветочек. Край можно немножко ножницами сделать волнистый, можно оставить так. Из таких заготовок можно скомбинировать целый цветок. Сейчас проутюжу, я вам покажу. Заготовки проутюжила. Вот смотрите, вы можете использовать как одиночку. Можете скомбинировать 2, 3, 6. Получается совершенно разные цветы. И смотрите, так как у меня 2 цвета, они немножечко одинаковые, сливаются. Ткань желательно брать не сыпучую, хотя вы будете обходить оверлоком, зигзагом.
Но чтобы цвета были разные, чтобы она была двухсторонняя, разносторонняя точнее, я вырезала лоскуток. Это у меня паркетная ткань. Сделала, видите, вот так на конус. И сюда вставляю. И вот так это будет прошиваться. Слегка, чтобы она у нас выглядывала. И край сделала, видите, как закругленный. Фестоны. А другой лепесток я сделала красный. Но вот это я тоже сделала выемку такую, чтобы торчало немножечко, было видно красненькое. Пока я остановлюсь на таком варианте. Когда прошью, уже буду конкретно раскладывать. Все цветы у меня ложатся хорошо, только мне приходится подправить вот это. Вот. Пустить зеленую нитку, потому что здесь край. Отмотала длинную нитку, хвостик к хвостику соединила и вместе вот так вот прошлась. Теперь буду прошивать, слегка подкручивая, чтобы они вот так у меня не рассоединялись. Как я прошиваю, я покажу позже, как вставляю в лапку. Изначально по рисунку у меня была пустая середина, но у меня осталась нить, и я решила еще сделать лепестки. И также вывела нитку по той, когда начинала. И теперь я выкладываю свои лепесточки, цветочки. А вот эта серединка, ну, будет она торчать. Все-таки какая-то зелень будет присутствовать. Размещаю цветы и фиксирую булавками. Но булавками фиксирую вот за серединку, потому что изначально мы будем прошивать здесь, а потом уже сам цветок. Зафиксировала все булавками. Остановлюсь на таком пока варианте. Можно было бы, конечно, добавить еще вот таких цветов, но пока что все. Эта сидушка тоже перезагружать, мне ее совсем не хочется. Прошиваю. Сначала прохожу зигзагом серединку, а потом с этого угла иду по краю и возвращаюсь в этот угол. Вообще лучше пропустить здесь строчку и здесь строчку. Тогда он у вас свернется, у вас вот здесь будет прошито. Но у меня задумка проложить здесь строчку, а здесь, чтобы... Ну, посмотрим. Полотно прошила все. Оно немножечко корюзлое. Я теперь беру мокрую марлю и отпариваю. Просто прохожусь стюгом. Ну вот, совсем другое дело. Я немного увеличила, чтобы вы видели строчку. Многие пишут, почему вы не показываете строчку. Зигзаг. Листву я обошла 2 раза по контуру и кое-где пустила прожилки.
Как я шью нитку. Смотрите, это свободный ход. Можно использовать обыкновенную лапку. У меня здесь кольцо, ну как закрытое, да? Я сверху протаскиваю нитку вовнутрь. Все. И когда вы прошиваете, у вас иголка попадает прямо на нитку, и как раз вы шьете. Конечно, она у вас может сместиться там влево-вправо, но все равно она попадает под иголку. Я вам советую сначала заправьте нитку, какую вам надо, а потом вы вставите полотно. Если вы ставите полотно и потом в лапку будете продевать нитку, вам будет неудобно. И при большом запасе вязальных ниток можно создать просто полотно, вот так вот вышитое. А теперь я свое полотно выравниваю. Прохожусь на оверлоке, прохожусь простой строчкой в размер резинки, подворачиваю один раз, но оставляю отверстие, чтобы я могла вставить резинку. Полотно обметала. У кого нет зигзага или оверлока, вы можете сделать запас при выкраивании вашей заготовки на сантиметра 3 еще плюсом. В общем, прибавляйте сантиметров 8 от идеальной заготовки, и тогда вы не ошибетесь. Лучше лишнее вы потом отрежете, чтобы вы могли подвернуть 2 раза. Вот я поставила табурет. Посмотрите, какое большое расстояние у меня по кругу. Но мы не должны забывать, что у нас еще здесь есть бок. Мы поднимаем, как раз вот подворачиваем, и у нас хорошо ляжет этот подворот. Его будет не видно. Ну вот моя готовая работа. Посмотрите, как симпатично и оригинально это все смотрится на табуретке. На этом все. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, заходите просто в гости. Пока-пока. С вами была Валентина Никита. Шейте на здоровье.